Так, Таро у меня для вас выбрано двухстороннее, потому что иногда это волк в овечьей шкуре. И мужчины, к сожалению, часто так относятся к своей женщине или вообще к женщинам, считают женщин ниже себя и так далее. По этой причине, чтобы было видно стол, по этой причине двухстороннее Таро, оно открывает его подноготную, оно показывает действительно, скрывает ли он что-то или нет, да? Все карты взяла. Двухстороннее Таро, оно показывает его внутри и снаружи, полностью мужчину раскрывает. И еще Ленорман, но это традиционный Ленорман. В Ленорман только символ. Вот один символ, одна метафора. Ну, а второй детали тоже можно смотреть. Итак, где и с кем он сейчас, и что мужчину сейчас волнует. То есть, о чем он сейчас думает, или о ком, и есть ли вы в его мыслях. Потому что если вы о нем думаете и не знаете, думает ли он о вас, вы о таком мужчине можете думать годами и выбрасывать свое время в мусорный ящик. Потому что когда мы думаем о человеке, а он о нас совершенно не думает, это выброс нашего времени, да? Итак, мы можем думать о том, человек, как он может быть нам полезен. Например, если вы думаете о своем адвокате или лечащем враче с точки стороны, как он вам полезен, это одно. А когда человек, с которым у вас любовь, это совсем другое. Итак, где и с кем он сейчас. Ну что, выбрали Таро или Ленорман, у меня всегда разные системы. Кстати, одну систему в двух колодах в одном раскладе нельзя делать. Это неправдивые расклады. Это, как, знаете, на ярмарке. Эту шапочку или эту покупайте. Потому что Таро тогда спорит друг с другом и говорит, как же так, мне не поверили, что ли? А разные системы нужно использовать. Это абсолютно разные системы. Поэтому... Но вы можете выбрать те карты, которые вам подходят, а те, что не подходит, отбросить за ненадобностью. Вообще я советую смотреть и Таро, и Ленорман, а потом решить, как оно резонирует или нет. Итак, где и с кем он сейчас, мои дорогие? На Таро я беру вначале две карты. Раз, два. Ну что ж, мужчина, да? Это карта смерть, мои дорогие. Это карта смерть. Где и с кем он сейчас? С теми, кто его не уважает. Те, кто мертвы для него. Он сейчас с теми, кто мертвы для него, кто его за человека не считают. Вот с такими людьми он сейчас. Он сейчас находится где-то в месте, где его не любят, не уважают, используют. Это может быть на работе. На работе всегда так, на любом предприятии. Не нужно верить в то, что бывают коммунистические такие предприятия. Ну, пробовали коммунисты 70 лет это сделать. Видите, как это все закончилось, да? И опять, я не ругаю Советский Союз, я не отвлекаю, я просто к теме. Нет предприятия, на которые вас бы любили. Есть предприятия, где ценят ваш профессионализм, чтобы вами воспользоваться, и все. Если вам хорошо платят, вы тоже ими пользуетесь. Вот и все. Может, мужчина сейчас работает, и выжили из него все соки, он тяжело работает, может, у него 2 работы, или он где-то на подработках, и он приходит домой, там, где он живет, или в гостиницу, или домой изможденный, выжатый, как смерть. Бледный, замученный, ничего не хочется. Такие мужчины очень часто прибегают к тому, что им нужна быстрая помощь. Я спрашивала у врача, почему прибегает к алкоголю вместо того, чтобы пойти к врачу, чтобы помогли с ментальной проблемой. А мне врач говорит, чтобы любое лекарство современная ветка лекарств, ну, смотря в какой вы стране, есть очень-очень хорошие лекарства, но нужен хотя бы год, 8 месяцев до года, чтобы они начинали действовать. Алкоголь действует мгновенно. Вы знаете сами, вы выпили стакан вина или чего-то там, бокал вина, и через, ну сколько, я не знаю, полминуты уже лучше. Мужчина может выпивать, карта смерть, он продал душу. Потому что любой, кто выпивает в маленьких или в больших дозах, этим человеком владеет лярва, подселенец. Это дух алкоголя, in vino spiritus. Это может быть, потому что он думает, что он себе этим помогает, он не может спастись от этой усталости, от этого замкнутого круга.
но на самом деле он продал свою душу. Я-то только один вариант даю, сейчас дам другие. Но вообще, если карта такая выходит, старший аркан, это на весь день. Читать ее можно весь день. Самое меньшее. Вот. Может быть, он продал душу, потому что он позарился на ее богатство, на ее связи папы, на ее статус, на ее страну, где она живет. Он думает, что там лучше. Но сейчас в всех странах, где в 20 веке мы думали лучше, там, скорее всего, хуже. Я сама из Канады, так что я знаю, что я говорю. Потому что очень тяжело выжить. И, может быть, он поехал в такую страну в надежде, что вот как, знаете, такие советские времена, да, тогда было лучше, может быть, не знаю, свечку не держала, но, может быть, он сейчас где-то так на заработках, и там хуже, чем в его стране. И он выпивает, и он продал душу. Или же у него женщина из той страны. Он поехал, сказал, я денег заработаю, но заработать не вышло. Легче для мужчины продаться женщине, которая даст ему или статус, или что-то пообещала. Это может быть. Карта смерть, старший аркан. Конечно, смерть редко означает смерть. Да, говорят, мужчина, если не дает о себе знать, или он умер, или же он вас не любит. Но это такая злая шутка. Я скажу, что человек, который не дает о себе знать, он либо вами действительно не интересуется, а зачем вам такой? Не переделаешь алхимию человека, да, его гормональный фон к вам. Либо же вы ему не интересны, либо же он просто некультурный человек, который, ну даже если вы ему не интересны, культурный человек скажет. Потому что если он знает, что вы влюблены в него, знает, культурный человек скажет. Хотя бы скажет, что пойми, не в тебе дело. Нормальный культурный человек по карте смерть скажет вам, пойми, не в тебе дело, ты хорошая, ты замечательная, ты красивая, ты самая лучшая. Ну просто у меня другая алхимия мозга. Карта смерть, трансформация. Или он сейчас хочет трансформироваться. Он сейчас, хочет оставить ссору, которая была между вами позади. Он хочет сказать сам себе, но излечить свой ум, который говорит ему, она виновата. Вот у меня предыдущее видео, она виновата, да. Он хочет помочь себе, он знает, что это картинки мозга, неправильные картинки. Это трансформация. Но я сейчас буду увлекаться. Люди любят, когда много карт, не понимая, что одна карта – это лучше, когда много раскрывается. Тем не менее. Иерофант – еще один старший аркан. Да, кстати, по карте смерть, смотрите, с одной стороны, что одному человеку смерть, другому жизнь, да. С одной стороны солнце, а с другой стороны вот полное, нет солнца совсем. Может быть, там, где он есть, нет солнца, нет отношений, или женщина, с которой он его не любит, а его использует, или наоборот. Не она с деньгами, со статусом, а он с деньгами, со статусом, и она им пользуется. Иерофант. Наивный человек Иерофант, да, это трон его. И там его детские травмы. А это его фронт, это его, ну, как впереди его видят, и здесь как бы у него ученики, которые учатся, но, может быть, он босс у кого-то, начальник, училка. Может быть, здесь о вас, что, скорее всего, он думает, что мужчина может учить, потому что до сих пор некоторые религиозные организации говорят, что мужчина – голова, жена должна слушаться и подчиняться. Как такое можно сказать в наш просветленный век, да? Когда такой человек попадает в реанимацию, его спасает врач, женщина, да, которая глупее его. Может, так не только культурные, не только религиозные организации, не только. Мамочки часто это делают. Вы знаете, в каких сейчас странах, откуда были события недавно, ну, глубоко-глубоко там, где у меня оттуда нет ни одного слушателя, вы, наверное, догадались, из какой страны. Кошмар. Кошмар, какое к женщине отношение, да? И, может быть, вы ссорились, и он чувствовал себя. Почему там такое к женщине отношение? Много причин. Исторических, культурных, религиозных всяких. Но еще одна самая главная причина – это что мамы так воспитывают мальчиков. И здесь может быть его сестра или завистница. Или, может быть, его мать, Иерофант, которая воспитала ему так. Ну, я у тебя только женщина одна. Вот когда мать такое говорит, мы все, мамочки, немножко этим страдаем. У нас архетипичная такая мамочка у всех есть. Нужно в себе найти эту сущность и ее отменить. Потому что такая сущность в любой мамочке есть, и ее нужно отменить.
И его мать, может, и не отменила эту сущность и до сих пор ему говорит сознательно, подсознательно, по поступкам, в поведении и так далее, что я же у тебя одна женщина, все остальные женщины плохие. Ну, в католической церкви вообще женщина, она либо святая, либо она вот падшая, да. В общем, кошмар. И еще вот этот Шнуров говорит, я слышала его интервью, ну, сейчас женщины, мол, верх взяли, это неправда, до сих пор мир патриархальный, ой, это просто женоненавистники. Так, где и с кем он сейчас, и что его волнует. Два старших аркана. Кстати, здесь по карте Иерофант, я дополню, он себя при ссоре мог повести по-детски. Ребята, девочки, мальчики, я всем даю разные варианты, вы слушайте, где ваш вариант. Если вы ссорились, вот видите, у него за троном ребенок, он себя при ссоре вел недостойно, как ребенок. Он вас обвинял, может быть, учил, думал, что он важнее, умнее там, потому что он мужчина, вы ему что-то должны только из-за того, что у него мужское тело. Абсурд, да? А карта влюбленная. Но эта карта обещает вам встречу. Я сейчас буду переходить на Ленорман, я хотела сделать такой маленький расклад. Эта карта обещает вам встречу, мои дорогие. Понимаете? Так что с мужчиной, скорее всего, будет встреча. И, скорее всего, мужчина даст о себе знать. Скорее всего, он любит вас, но он не может справиться с этими своими тараканами. Вот то, что я говорила, может касаться его прямо или косвенно. Что его волнует? Ну, его волнует его лицо. Он же мужчина, да, Иерофант. Иерофант – это перекрученный мужчина. Вообще, ну что за мужчина Иерофант, да? Мы знаем, какие грехи тяжкие у католиков насчет этого, да? Что за мужчина такой? Вот. Он не может никак побороть в себе вот эти архетипичные сущности, которые его раздирают, и может ему стыдно сказать «извини». По карте смерть не может выдавить из себя слово там «люблю», «красивая». Вот такие слова не можете себя выдавить, потому что мама научила, что ну как женщина это... А я одна у тебя женщина, все остальные нет. Они вообще не люди. И хочет, чтобы... А почему мой сын такой несчастный? Мне еще пишут мне еще пишут, ой, не могу, я такая несчастная. Я спрашиваю, почему? Потому что не могу женить сына. Смотрите, ну вы не можете женить сына. Вы что, мужчина, вы что, можете ощутить его гормональную игру, симфонию гормонов внутри его, какая женщина ему понравится, привлечет его, с какой он будет счастливый? Как можно женить сына? Что вообще абсурд, да? Ну, обычно мы так думаем, включая меня тоже, боже мой, я тоже грешила всякими такими вещами раньше. Ну, в меру я пресекла их вовремя. Мы так думаем, когда мы не знаем, что со своей жизнью делать. Это карта любви. Или есть сейчас в вашем пространстве, или уже кто-то смотрит за вами, следит, или кто-то хочет познакомиться. Есть человек, который вас сделает счастливой. Или этот человек преобразуется квантово, то он все равно смотрит мой расклад. То есть, что такое квантово? Когда вы о нем думаете, он подсознательно знает ваши мысли. Поэтому так бывает, мы с человеком не виделись долго, но мы знаем про него все или про нее. Или же так бывает, что мы подумали о ком-то, человек говорит, ой, я тебе тоже подумал. Бывает же такое, правда? Потому что подсознательно человек знает, что вы о нем думаете, и он тоже о вас думает. Это такое может быть, что именно с этим будет примирение, выйдет на связь и так далее. Но двойка чаш – это равноправие, да, это такая алхимическая любовь, когда алхимия сердец происходит. Понимание, что ни одно невозможно без другого, ни одно не выше, ни ниже другого, да. Вот, это вот такая вещь, это примирение, потому что именно в этой колоде здесь у нас знак медицины или знак архангела Рафаила. Архангел Рафаил, он лечит. И с другой стороны, и днем, и ночью, при звезде, видите, это одинаковая карта. Вот именно это, потому что это очень счастливая карта любви. И днем, и днем. То есть днем это в бытовых ситуациях, и ночью в интимных ситуациях у вас есть полное взаимопонимание. Вот для этого Вселенная вас создала, это хочет для вас Вселенная.
Именно для этого вы и живете. И это задумала для вас Вселенная. Вы меня спросите, почему? Ну, я астролог, я скажу, как задумывается Вселенная. Вселенная не только задумала, и все. Вселенная делает фотографию того, что Вселенная задумала для вас в момент рождения. Это называется карта рождения. Да? Это фотография вашего мира. Вот все, что задумала для вас Вселенная, вот в этой фотографии есть. И Вселенная задумала для вас вот такое счастье. Ну, а чтобы к нему прийти, нужно найти достойного человека. Потому что 7,5 миллиардов людей, из них нет достойного. Вы шутите? Нет человека, который вам подходит, вы что, шутите? Ну, просто нужно, наверное, знать немножко английский, ну, немножко открытым быть для других культур, народов. Но если вы закрыты и не хотите ни одного английского слова, у меня, кстати, английский канал есть, где я работаю в стол, как, знаете, как писатель, который работает в стол, но никто не смотрит его. Ну, тогда смотрите по месту жительства. Это не то, что вы правы или виноваты. Нет, вы никогда не бываете виноваты. Тогда ищите, не сетуйте тогда, что мало мужчин в вашем месте или нет достойного. Берите из тех, кто есть в вашем городе. Но сетовать не помогает. Нужно что-то делать, быть активнее. В мире нет мужчин? Есть. Много, да, которые вам подойдут. Есть аферисты? Есть. Потому что когда мы ищем мужчин в разных странах, естественно, первое – что зачем мы это делаем, да? Если мы просто это делаем, потому что в нашем городе, в нашем районе, в нашей стране нет нам подходящего, такое бывает? Бывает. Мне пришлось выбирать между 2 или 3, а может быть даже и из одного. Вот и все. Скорее всего, из одного. И что? Если бы у меня была возможность по всему миру искать. Да, естественно, когда вы ищете по всему миру, у людей вопрос. Зачем вы туда едете? Для того, чтобы устроить свои экономические дела, и такое имеет место быть. Тогда не нужно нам, девочкам, обижаться, что у мужчины тоже есть какая-то выгода от нас, потому что здесь вступают другие отношения, товарно-денежные, но тоже по Венере. Это тоже хорошо. Вы предлагаете свое, он предлагает свое, и все, нечего обижаться, да? Это первое. Второе, когда мы едем в другие страны, и мы стараемся и умеем, знаем английский, стараемся не попадаться в руки афериста. Есть такие мужчины, которым нравится, вот, например, устроить других стран, и они ищут женщину именно оттуда. Или же вы профессионал, и мужчина ищет, чтобы друг был тоже, не только там семья. И вы интересны ему, потому что вы профессионал в своей области, и, может быть, он коллега, как вам. И так разные есть варианты. Но попасть в лапы так называемого афериста можно, да, если не быть аккуратным. Я этот расклад отложу, теперь посмотрю на Ленорман. Это не лекция, это просто, я считаю, вот это, когда есть соответствие друг другу. Кто не знает, я всегда читаю свет, который идет от карт. Вот, поэтому, когда вы из других стран ищете, конечно, будут вас подозревать. Я в Канаде 30 лет, и то, если человек меня не знает, он может задать мне такой вопрос, ну, косвенно или как, а зачем ты здесь? Я хочу, скажу, не хочу, не скажу. Но имеет право задать, имеет. Да. Вот. Смотрим по Ленорман, где и с кем он сейчас. Вот интересно, что и карта смерть, помните, я трактовала, показала, что может быть в поездке. И карта корабль тоже говорит, что где-то он, или он отъехал на какое-то время по работе, или родителей поехал навещать, или еще, или в отпуске. Но он где-то отъехал на какое-то время. Он где-то, или знаете что, если вы живете больше, чем 3 года вместе, такое состояние у пары, когда на одной территории, ну вот такое, немножко на дистанции, это нормально. Вы думаете, а почему мы так отдалились? Да это нормально, люди не могут все время быть друг друга в волосах. Это не здорово. Человек должен прийти к себе. У японцев считается, когда влюбленность– это болезнь. Да, человек должен быть сбалансирован. Это болезнь немножко, ну немножко, в кавычках болезнь, когда человек очень влюблен. А потом он приходит в себя, и если вы с ним на одной территории, он и вы немножко на дистанции, это неплохо. Плохо, когда люди раздражают друг друга. О, это плохо. Но там 2 вещи. Раздражаете, потому что наоборот, идете на друг друга территорию слишком часто, по знанию, по незнанию, придираетесь друг к другу, или же раздражаете, потому что он и вы другие люди, разные люди. Или научитесь не раздражаться,
либо ищите другого. Такое может быть. Где и с кем он сейчас, что его волнует. Но он мечтает о чем-то. Это карта звезды, он чего-то добивается. Любви, наверное, вашей. Это карта исполнения мечты, это карта его судьбы. Интересно, что я ведь говорила о судьбе сегодня, говорила вам о том, что Вселенная задумала для вас план жизни. И она не просто задумала и скрыла этот план, она сфотографировала Вселенную, она сфотографировала Солнечную систему во время вашего рождения, и вы там в центре, потому что вы рожденный человек именно в этом месте, в этом одна такая или один в это время, да, и вот зафиксировала, да, другой, может, родился, но у него другой будет гороскоп. В эту секунду вы родились, вот ваша картинка мира, вот. Даже если в одном роддоме в одну и ту же секунду, бывает такое, наверное, бывает, но вы от другой матери, и там положение матери тоже учитывается. Так что в любом случае вот это snapshot, то есть это фотография вашей картинки, она предполагает счастье, это звезды. Что его волнует? Такой серьезный расклад получается. Солнце, смотрите, когда в раскладе из 3 карт 2 светила, и еще, когда то, что говорит предсказатель, потом показывают карты, это вам намек на то, что я правду говорю и не отвлекаюсь, как некоторые, зачем меня обижать? Как я могу отвлекаться? Я же стараюсь для вас. Потому что Солнце – это и есть гороскоп, это и есть ваш гороскоп при рождении и его. Судьбоносный гороскоп. Когда 2 светила в одном раскладе, это, конечно, удачный расклад. Что его волнует? Он хочет успеха, он хочет исполнения своих желаний, он хочет любви, червовая масть, он хочет денег, он хочет сейчас каких-то бумаг. Может, он добивается либо сертификатов, либо же наследства, либо же каких-то дарственных, или же владения на недвижимость. Он чего-то добивается, каких-то бумаг, каких-то больших денег откладывает или инвестирует. Он хочет любви, он хочет комфортной жизни, благоустроенной жизни. И он сейчас вот в этом поле вероятности, где он ищет вот это, счастливую судьбу, он ищет счастливую судьбу. Вот там сейчас мужчина находится. Он ищет, он, не знаю, найдет или нет, но это будет следующий расклад, да, девочки, я именно где и с кем он сейчас. Смотрите, здесь люди. В картах Ленорман есть люди. Там медведь, собака, змея, там крысы. Это люди другие могут быть, да? Всадник. Вы посмотрите, здесь людей нет. Значит, он не с другими людьми. Где и с кем он сейчас? Он не с другими людьми. Он сейчас решает какие-то дела. Что Таро сказала, с другими ли он людьми? Вы знаете, в этом случае карта двойка чаш может быть спорная для некоторых. Может, он и с кем-то. Может, это и не вы, у кого-то проиграется, не у многих. Ну или иерофант, он вот со своими коллегами может быть. Ну а смерть, это у него какая-то привычка вредная, может быть. Вот с этой привычкой он живет, и может он скрывает ее. Вот так, мои дорогие. Здесь он не с другими людьми, а он, конечно, идет к своему счастью. Ну а разве можно упрекнуть человека, что он идет к своему счастью? Если вы в его будущем, по Солнцу и звездам вполне возможно, но я буду делать другие расклады, где будет больше деталей и прояснения всего. Такие расклады, мои дорогие, это экспресс хотела сделать, получился или не получился экспресс, вам судить. И, пожалуйста, пишите комментарии, пишите, как у вас расклад проиграется, и пишите вообще о себе, рассказывайте, да, для этого комментарии. Ставьте лайк, это стоит 0 рублей 0 копеек, но полезно поставить лайк, потому что это вы выражаете свою эмоцию. Как гомеопат скажу, что эмоции человеку обязательно нужно выражать свои. Это полезно для здоровья. Будем видеться с вами, будем дружить, я с удовольствием вам помогаю, но тоже не забываем, что я здесь тоже для вас и держу это пространство для вас открытое. И мне просто приятно, когда вы просто дружите со мной, потому что когда нам интересны другие люди, миру мы тоже интересны. Вот не только как бы заточены на то, что вот, что будет у меня, а тоже, а что у других интересно. Только тогда мир будет к нам интересен, потому что даешь, что получаешь.
Поэтому я надеюсь, что мы просто дружим тоже. Вы приходите, потому что я вам как личность интересна, потому что вы мне как личности, все мои подписчики очень интересны. Если вы не можете комментировать, у вас нету почты Gmail. Я не знаю, может быть, Яндекс тоже помогает. Напишите, если это так. Но если у вас почта Gmail есть, это безоплатно такую почту открыть, вы сможете комментировать. Мне написали сегодня, с утра я читаю после кофе комментарии, читаю после обеда, еще раз вечером. Сегодня я прочла, что «А почему не сделали расклады на будущий месяц? Уже все расклады выпущены. По полчаса расклад на каждый месяц». И человек, наверное, не умеет заходить на канал. Не этот канал, это на любовь, у меня есть канал на судьбу, и там нужно зайти на канал, нажать на название канала. Для этого YouTube – это вот такая организация, где вы можете в дом к человеку зайти, да, то есть нажать на название канала, и в разделе видео есть уже все видео на будущий месяц, и много чего есть. Когда так пишут, я, конечно, расстраиваюсь, потому что я сделала такую тяжелую работу, а человек не может меня найти. Еще что-то хотела сказать. Наверное, все. Еще комментарий был сегодня такой. Бывают такие, какой-то расклад непонятный не понравился. Ну, смотрите, ну да, но не все же нам нравится, да. Ну, это нормально, когда не нравится. Но вот написать человеку, который старался, только отрицательно, ну, не понравился расклад, поставь дизлайк, например, да. Ну, это как бы... Ну, смотрите, если мне не понравилась там одежда, я просто в этот магазин больше не пойду, да, и так далее. Anyways, пишите, что у вас получается. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки из медвежьей страны. И до следующих встреч. Пока-пока, мои дорогие. Спасибо, Лариса. Спасибо всем, кто посылали донаты. И здесь тоже Елена.